Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Я помогу. Ага. Садитесь. Садитесь. Так, на Московский вокзал, да? Да, на Московский. Уезжаю. Сейчас через Москву. Работу хорошую предложили в Шанхае. В Шанхае? Да. Сейчас еду вот через Москву оформляться. У них там офис головной. А что за работа, если не секрет? Занимаюсь строительством. Я по профессии просто архитектор. Ага. Вот. Предложили хорошую вакансию. Ну, во-первых, деньги хорошие. А если не секрет, тоже опять же. Сколько? Ну, хорошая, $10 000. Но это и то на первых этапах. Даже дорогу, кстати, может и мне с вами поехать за $10 000, то может и я на что пригожусь, нет? Не, но если есть образование архитектора, то есть, ну или хотя бы что-то в этом понимание какое-то, как минимум, то есть курсы какие-то, то да, можно, но если есть, вопросов нет. А так, деньги хорошие. Все понимаете, в стране у нас ситуация такая, что, во-первых, заказов мало стало, а денег хочется больше. Хочется больше и есть на что тратить. Вот, к сожалению, как бы... Не, ну я понимаю прекрасно. Это, ну, такой, скажем так, такая... Это перспективная работа. Да. Очень перспективная. У нас пока немножко затишье, и поэтому очень маленькие зарплаты, им все останавливается. Не, ну я бы за $10 000 я бы и... Ну, кстати, Шанхай-то тоже, это я бы не знаю, ну поехал бы за $10 000. Ну, страна еще хорошая. Единственное, что да, вот английский только вот знаю, да, ну с китайским. Буду ознакомливаться там уже, как говорится. Язык, насколько я знаю, сложный, но он гораздо легче, любой язык, учится, когда с носителями общаешься постоянно и находишься в среде, то быстрее это происходит в разы. Согласен. Тем более вы еще молодой, поэтому у вас это произойдет быстрее. Потому что я знаю, что пожилые люди вот тяжело к языку к новому привыкают, и бывает, что и даже не учат его, не парятся. У меня был здесь знакомый итальянец, который на моей знакомой женился, итальянец. Он возрастной мужичок, ему за 60 было. Так он вообще не парился, он не учил язык вообще. Ну, то есть, говорит, сложный язык ваш русский. Не учил, да. Не, он вообще не учил его. Он просто она итальянский знала, она там жила в Италии, а он не парился. Вот там, что там, показывал на пальцах чего-то там в магазинах особо и не это самое. Да, в принципе, понимали его, не да, это самое, да, не ударялся. Ну, там, по сути, понимаете, то есть все, то есть сейчас много берут русских туда, то есть хорошо оплачивают, то есть особенно с хорошей профессией, то есть и на английском, там большинство все на английском, то есть поэтому и хорошо, то есть мне в этом, как бы, в этом плане. А вы, ну, вам видите, что хорошо? Мне, видите, у меня жена, дети, мне не соскочить, мне нужно брать всех. А вы, видите, налегке, у вас есть жена там или кто? Да есть у меня девушка уже, вот предложение хотел как раз сделать. Так. Прямо там вместе с ней полететь. Ну, а что не полетели? Ситуация, да не то, что даже, наверное, не в ней, как бы, дело-то больше в родителях. В ее или в ваших? В ее родителях. Ну, понимаете, как бы очень много смотрят телевизор, новости. То есть, ну, они
патриотичные люди такие в этом плане. То есть никогда не были за границей, к тому же. И они как-то к этому относятся очень тяжело. Еще у них единственная дочь, как бы, и увезу, а там что, не дай бог, что, чего, как. Но я ей объясняю, что мы наоборот приедем туда, будет хорошо оплачивать, даже ты можешь так работать. Жизнь, конечно, круто ж поменяется, вы родителям сможете помогать оттуда присылать. В том-то вся и суть. То есть я пытаюсь это все донести, но она в душе вижу, что она хочет, но там останавливают родители, пока вот, ну, вот у нее какой-то небольшой, это как ступор. А она прям не может наперекор, да, родителям? Вообще просто, ну, вот, я вижу, что ей прям тяжело, она вот это переносит даже внутри, и мне из-за этого еще больше и больше начинает становиться грустно, я понял. Не очень. Ну, ладно, вы сильно-то не переживайте, может быть, там все-таки Китай 1,5 миллиарда, и из них там хотя бы 500 миллионов женщин, может быть, вам получится там встретить свою судьбу китайскую. Да нет, это я все понимаю, как бы, ну, вы понимаете, что я люблю этого человека, это уже, понимаете, что я готов даже под венец просто вести этого человека. Нет, я понимаю, ну, раз такая ситуация, как говорится, я вас понимаю, и упускать возможность, да, не хочется, потому что это, ну, прям реально, ну, нифига себе, это Шанхай, 10 тысяч долларов начальные, это прям, ну, блин, нифига себе. А с другой стороны, здесь остается любимый человек, с которым вы наметили свою, так скажем, жизнь, спланировали, уже в голове, по крайней мере. И тяжело, тяжело. А вообще никак не уговорить родителей, тяжело. Да, вообще. Проходящий поезд, любовь, это химия важна, там жизни скроет. Перелетные птицы донесут мысли мои, мы словно частицы. Но еще, понимаете, всему свое время, может быть, придет. То есть я тоже человек, в принципе, терпеливый. То есть уехав туда, на первых этапах все это, то есть построить эту дорожку для себя, и может быть и все и как бы нормализуется, и увидят во мне, что все хорошо. Не знаю, как произойдет. Но я решил для себя так, что, но все-таки будущее. Я не зря же учился, получал курочки, я потратил на это время, я потратил на это деньги. Я посеял это семя, я сейчас я хочу пожимать, я не хочу потерять этот шанс просто. Опять же, это очень сильно меня, то есть, подстегивает. И опять же, да, любимая девушка. И вот, и вот это состояние двоякое, вот это немножко вот, ну, я думаю, что придет все наладится. Я думаю, что она решит, все-таки примет решение правильное для себя. Жалко, что с нелегким сердцем уезжаете, да, что вот этот вот очень тяжелый камешек, который, да, он, я понимаю, это жаль всегда. Ну, блин, вот родители, я сам родитель, у меня 2 детей, я поддерживаю детей практически во всем. У меня старший ребенок, ей 11 лет, она красит волосы, ходит на маникюр. Я все ее затеи, задумки всегда поддерживаю. Ну, там, за исключением совсем уж каких-то лютых. То есть я как родитель вообще крутой. И я не понимаю, почему родители не поддерживают своих детей. Задача родителей, по мне, любить детей, самое главное. И поддерживать во всем практически. С высоты опыта можно давать какие-то рекомендации. Но жизнь даже дети должны проживать свою самостоятельно. Да, пускай ошибки будут, да, пускай будут какие-то там моменты неприятные. Но из этого и состоит жизнь, опыт и так далее. Но когда начинаются вот эти вот истории, что там мужчина не тот, да, вот там, или женщина не та, да, вот пара. Типа, мне не нравится твой выбор. В смысле тебе не нравится выбор человека? Как? Я не понимаю, ты что ли с ним жить собрался или собралась с этим человеком? Это выбор вообще другого человека. Да, это твой родственник, твоя там дочь, твой сын, но это вообще его жизнь. Когда родители запомнят в конце концов, что рожая детей, они рожают просто человека нового, а не свою вещь, да, какую-то там тамагочи, которым ты управляешь, там аватаром или еще чем-то. Я не понимаю, родители, занимайтесь собой, да, заводите себе хобби, домашних животных, внуков вам родят, занимайтесь тем, что будете освобождать
родителей на какой-то период там отдыхать или куда-то что-то делать отдельно от детей, вы занимаетесь внуками, передавайте свой опыт. Вот этим всем не надо вот вцепляться в горло и говорить там, он тебе не пара, она тебе не пара, или мы не хотим, чтобы ты ехала в Китай. Это В смысле мы не хотим? Да. Ты можешь сказать, что нам будет грустно, мы будем переживать, мы там как-то что-то гоняем, там еще что-то, но просто запрещать вот так вот в ультимативной форме, это прямо, ну это фу. Ну это прям фу, правда. Ну то же самое я пытаюсь, ну вот, как вы сказали, очень это все прям, ну, это красиво. То есть у меня немножко, да, я согласен полностью, родители, но вы не должны эти препятствия для своего ребенка ставить ему преграды, отказывать. Он уже человек взрослый, он сам должен принимать для себя решения. Да. По-взрослому, но да. Это уже, ну и надо уметь отпускать детей, да. Надо уметь их отпускать, согласен. Надо понимать, что в определенный момент ребенок просто уйдет из вашей семьи и создаст свою, и не надо к нему прикрепляться. Я сколько слышу вот этих историй, там, где мамы мальчиков приходят в семью со своей едой, кормят, потому что типа невестка хреново готовит, там вмешиваются во все, в цвет обоев выбора, там, я не знаю, в имена внуков. Ну то есть я, не понимаю, почему нельзя заняться собой. Займитесь собой. У вас есть возможность, ребенок ушел в другую семью, займитесь собой. Вот просто с собой. Что вам нравится? Рыбалка, бабочки, не знаю, там, грибы, пофиг что, путешествия, на что денег хватает. Но отстаньте от детей, просто не надо. Когда им понадобится ваш совет или ваше участие, они обязательно к вам придут, конечно, и скажут, конечно, да, мам, согласен. мне нужна, или пап, мне нужен твой совет или твое участие. Все остальное, это я остановлюсь вот здесь, потому что там сейчас с парковкой не очень, вот здесь справа. Да, сейчас автобус стоит. Когда понадобится помощь или совет, человек придет и задаст этот вопрос, как помощь или совет. Там, нужны будут ему деньги, он придет, попросит эти деньги. Нужны будет ему еда, он попросит эту еду или совет какой-то. Но вот так вот поступать, я вам реально сочувствую, потому что я с такими историями сталкивался и самостоятельно. Ну, главное, что вы понимаете, о чем как бы я сейчас рассказал, немножко поделился своей историей. Не хотелось грузить вас, нагружать. Вас и так, наверное, предостаточно было, как говорится. Ладно, людей у вас безнал же там, да? Да, все, побезнал. Спасибо все. вам. Дайте просто от души, у меня вот еще наличка осталась. Они сейчас, в принципе, мне особо там и не нужны. Вообще, можно сказать, что не нужны. Вы уверены? Но это, прям... это реально много. Чисто в сердце. Просто заберите. Спасибо, что меня выслушали. Ой, да не за что, что вы. Мне было приятно с вами пообщаться. Пойдемте, я вам отдам. Спасибо, пойдемте. Да. Не переживайте, все хорошо будет. Я все думаю наладится. Спасибо. Да, вот это прям 1100 рублей. Это прям вот у меня это был крик души. Я вот просто, да, вот родители, если кто-то меня слушает, у кого маленькие дети или уже взрослые, пожалуйста, просто вот примите это как факт. Отпустите своих детей, просто отпустите. Неважно, что вам кажется, что они там где-то безмозглые, где-то криворукие, что они там не выживут или еще что-то. Не надо за это беспокоиться. Вот не надо. Гораздо хуже будет, если вы будете вот так их держать, скажем так, привязывать к себе с помощью там всяких любовных шантажей. Вот этих вот, типа, мы ж тебя любим, мы столько в тебя вложили, а ты такой-сякой, не отвечаешь взаимностью, там, редко звонишь или еще что-то. Не привязывайте деньгами, если вы что-то оплачиваете им, да, и говорите, я там лишу тебя этой возможности. Не привязывайте наследством, да, вот эти тоже шантажи. Я столько этого слышу на самом деле и вижу вокруг себя. Это фу, вот просто фу, понимаете? Я понимаю, что это традиционно передается из поколения в поколение, и люди вот и к ним же так относились, и они такие, значит, мне нужно тоже так делать. Не нужно так делать, вот не нужно. Да, это не секреты, я ничего секретного тут не рассказываю, просто людям тяжело это принять правду. А правда вот такая вот, понимаете? Я прекрасно понимаю, у меня 2 детей, 2 дочерей, что в один прекрасный момент придет какой-то хрен,
и дочка скажет: я выхожу за него замуж, мы поехали. Тара-барабам. И все. И чтобы не охуеть вот так в коридоре в семейных трусах с отвисшей челюстью и смотреть в пустую дверь, да, я должен понимать прекрасно, что этот момент наступит, и мне надо просто, ну, сказать: окей, все, пока, ты знаешь наш адрес, надо что, звони. Все, и займитесь в этот момент собой. Начните коллекционировать вино, ходить по музеям, театрам, путешествовать, в конце концов. Не знаю, какое-то хобби себе заведите собаку, выгуливайте ее. Потом появятся внуки, вам привезут этих внуков, вы скажете: не вопрос, сейчас я передам внукам то, что умею хорошо делать. И мужику удачи, я думаю, что все у него будет хорошо. Китаек, как я уже сказал, много. Китайцев, правда, тоже. Но, насколько мне известно, китаянки любят славянского типа мужчин. Я бы сам поехал, но у меня все в порядке. Слава Богу. Слава Богу. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.